The first thing I would want to respond to if I was talking to a group of parents, what groups of parents want to know is, will my child get into a good college? И что ему было еще интересно узнать, когда он общался с родителями, то они часто задавали вопрос, а сможет ли мой ребенок поступить в хороший колледж, в университет после Монтессори школы? At least in the United States, that's what they want to know. So I'd be able to show them that in this survey of 71, there are 15 current college students and 10 current graduate students. Мгм. Во всяком случае, для американских родителей это был очень актуальный вопрос. И вот из 71 полученных ответов ответили, что в данный момент являются студентами колледжа, университета 15 человек, и 10 человек его закончили. And altogether, of the ones who have degrees and the ones who are in college, the undergraduate programs in which they are enrolled include some of the best schools in the US. И если посчитать всех вместе, тех, кто и в данный момент учился или уже получил степень, если их объединить, то было видно, что они закончили одни или обучаются в данный момент в одних из лучших частных университетов Америки. So the largest number, as you would expect, went to the state-sponsored schools in Oregon, University of Oregon and Oregon State, because these are all students that grew up in the state of Oregon. Большинство из них поступили в частные школы, частные университеты. But many of them chose to go to private schools, and you'll recognize the names: Stanford, Whitman, Oxford, Columbia, Rhode Island School of Design, for example. И многие из них выбрали такие частные университеты, как Стэнфорд, Уитмен, Оксфорд, Колумбия и Род-Айленд и другие. And of graduate schools, the largest number actually went to Stanford, followed by Harvard, MIT, University of Chicago, and Johns Hopkins, as well as Oregon Health Sciences University Med School. И если мы говорим о частных университетах, где уже получили степень выпускники, то есть в Америке и в других странах, у них разделение, как и сейчас, у нас на бакалавриат и на мастера. И вот те, кто получили степень мастера, 10 человек в частных университетах, они получили свою степень в одни из лучших университетах. Это был Стэнфорд, Гарвард, Массачусетский технологический институт, Чикаго и Джона Хопкинса. And personally, I think it's not about what school you go to. I think it's about what you do with that experience. Но Питер говорит, вообще я лично думаю, что все-таки намного важнее не то, в какую ты школу, в университет поступил, а то, какой опыт ты извлек из своего обучения в этом университете. But for parents, it's very comforting to know that because I sent my child to Montessori, they still have the opportunity, if they choose, to go to Stanford or Harvard. Но для родителей очень важно. То есть я отдаю своего ребенка в Монтессори школу, и если у меня шанс, что мой ребенок поступит в Стэнфорд, например, или в Гарвард после Монтессори школы. This is interesting. So I grouped up the undergraduate degrees and majors for those graduates of our school and found that the largest number were in science. И ему стало интересно сгруппировать всех, кто получил степень, это имеется в виду бакалавриат или мастера, по специальностям. И, например, в науке оказалось 19 человек. And that includes 9 of them that were either in pre-med or some kind of biomedical undergraduate degree. И сюда вошли премедицинская или биомедицинские специальности. And then biology, chemistry, and physics accounted for 10 of them. И также биология, химия и физика, то есть 10 из 19 человек получили степень в этих науках. And then 8 of them computer science degrees.
8 получили степень в информационных технологиях. So anybody who comes to you and says that we need to take our child out of Montessori and send them to a science and technology school, you can tell them, no, you don't. Поэтому теперь всем, кто к вам может прийти и сказать, вы знаете, мы не можем оставить своего ребенка в Монтессори школе, потому что надо ему дать какое-то специальное техническое, биологическое или химическое специализацию образования, вы можете им ответить, нет, вам это не нужно делать. But also look at how many, 6 of them have Romance Languages degrees, 6 political science, 6 fine arts. Но заметьте, пожалуйста, что 6 человек из опрошенных получили образование в романских языках, в политической науке 6 также человек, и в изобразительном искусстве тоже 6. And here's another characteristic of Montessori graduates. There are a number of them with 2 degrees, but they will be surprisingly different. И еще что интересно, что некоторые из них имели 2 даже степени и в разных специальностях, в разнонаправленных. For instance, one student has a degree in Romance languages and a second undergraduate degree in microbiology. Например, один из студентов имел одну из степеней в романских языках, а вторую степень в микробиологии. Another has a degree in computer science and a second degree in philosophy. Другой студент одну из степеней имел в информационных технологиях, а другую в философии. Doesn't that make sense to you, though, knowing your Montessori children? По-моему, это нам дает такое хорошее понимание о том, кем становится Монтессори ребенок. The largest number of graduate degrees are medical, so it's a lot of people going to med school. Мы можем видеть, что высшее образование и наибольшее количество здесь у нас степеней в медицине 7.